Есть растения, которые поражают не только красотой своих цветов и декоративной листвой, но и потрясающим запахом. Сегодня речь пойдет про вечно зеленый, душистый кустарник, с помощью которого можно украсить сад или домашний интерьер, а заодно и наполнить их чудесным ароматом. Знакомьтесь, этот цветущий кустарник называется шуазия. Растение привлекательно выглядит весь сезон. Шуазия очень декоративная за счет своих тройчатых листьев, которые она на зиму не сбрасывает. Но самое удивительное, что сильным ароматом обладают не только ее белые цветочки, но и листья. Если их слегка потереть пальцами, вы услышите насыщенную смесь запахов цитруса и хвои. Многочисленные соцветия шуазии начинают распускаться в мае и продолжают радовать своей ароматной красотой по июнь. Повторное цветение наступает в августе-сентябре. Кустарник очень обильно цветет. На хорошем освещении крона сплошь покрывается белыми звездчатыми цветками, которые источают очень приятный аромат апельсина и жасмина. В пик цветения крона шуазии чем-то напоминает воздушные облака или душистый взбитый крем. Потрясающий аромат и необычный вид кустарника способны очаровать кого угодно. Если вы когда-нибудь увидите шуазию в разгаре ее цветения, вы точно не сможете пройти мимо. Объемная крона растения невероятно украшает сад. В южных садах она достигает высоты от 1 до 3 метров. Но рост кустарника довольно медленный, что удобно для небольших садов и ограниченных территорий. Есть и более компактные сорта, как, например, Шуазия White Dazzler. Ее название переводится как «ослепительно белый». Размеры этого кустарника не превышают метра в высоту и метра 20 в ширину. Данный сорт отлично подходит не только для открытого грунта, но и выращивания в контейнере. А последний способ будет очень удобен садоводам северных регионов. На зиму горшок с растением можно просто занести в прохладное помещение. Поскольку это вечно зеленый кустарник, то есть зимовать он должен с доступом света. В зимний период поливы существенно сокращают, подкормки полностью исключают. Зимостойкость растения зависит от сорта. Например, шуазия тройчатая White Dazzler выдерживает морозы до минус 15-17 градусов. На просторах интернета информация по зимостойкости шуазии весьма расхожая. Есть садовые магазины, где продают еще более выносливые сорта. Например, в характеристиках шуазии Лич указано, что цветет она с апреля по июль, а ее зимостойкость до минус 23,3 градусов по Цельсию. В любом случае, перед покупкой этого кустарника и посадкой его на своем участке обязательно уточните зимостойкость сорта. Садоводам, проживающим на территории с суровым морозным климатом, шуазию лучше выращивать как контейнерное растение в тепличных или домашних условиях. С весны растения можно выставлять на открытый воздух в сад, на балкон или на террасу. Из существенных преимуществ этот кустарник обладает высокой засухоустойчивостью, хорошо растет на солнце и в полутени, не требовательный к составу грунта. Главное обеспечить его хорошо дренированной, рыхлой землей. Контейнерным растениям потребуется больше внимания, их чаще поливают и удобряют. На дно горшка обязательно укладывают слой дренажа. Этот кустарник относится к семейству рутовые. Свое название он получил в честь известного швейцарского ботаника Жака Дени Шуази. Природный ареал растения – южные районы Северной Америки. Известно, что на своей родине шуазию называют мексиканским или мужским апельсином, учитывая поразительное сходство ее цветов и отчетливый цитрусовый аромат. Почему мужской апельсин? Да потому что созревание съедобных плодов от шуазии ожидать не приходится. Название вида тройчатое обусловлено формой пальчато-рассеченной листвы. Каждый лист состоит из 3 частей, то есть удлиненных листочков около 8 сантиметров. Есть растения и с большим количеством частей и более тонкими листиками. Листва кожистая, с характерным глянцем. Ее окраска насыщена или темно-зеленая. Вечно зеленая ажурная крона жуазии смотрится эффектно даже в период, когда на растении нет цветов. К тому же есть сорта с потрясающей яркой золотистой листвой. Такие кустарники украсят любой сад и интерьер. К подобным красочным сортам относятся Goldfingers, Sundance Leach и другие. Среди этого растения есть высокодекоративные сорта-призеры, которые охраняются законом
на всей территории Европейского Союза. Обильное, благоухающее цветение шуазии несравнимо ни с чем. Я считаю, что уже только ради этого ароматного великолепия стоит немного повозиться с этим растением. Хотя особо сложной агротехники и выращивания этот кустарник не требует. Его не надо часто поливать. Скорее наоборот. Массовое цветение шуазии похоже на густые белые облака или взбитый кондитерский крем. Душистые щитковидные соцветия, состоящие из 5 или более лепестковых цветов диаметром 3-5 см, очень густо покрывают всю крону. Конечно, в тенистых местах цветение не будет столь обильным. Шуазия великолепно смотрится высаженная группами в качестве пышного бордюра или невысокой живой изгороди. Она отлично поддается стрижке, но благодаря ее компактной густой кроне формирующую обрезку можно и вовсе не проводить. Куполовидная вечнозеленая форма кустарника очень удачно сочетается с самыми разными растениями в саду. Золотистые сорта эффектно выглядят на открытых и особенно более притененных участках. Они выгодно сочетаются с хвойными и декоративно-лиственными культурами с пурпурной или серебристо-голубой окраской. Шуазия великолепно смотрится на фоне высокорослых рододендронов, роз, азалий и ярких цветов. Ее цветущая крона также способна осветлить уголки сада. Чтобы видеть повторное цветение в конце лета осенью, по окончанию первой волны ветки лучше немного укоротить. Шуазия – это великолепный медонос, поскольку ее цветы выделяют много сладкого нектара. Из существенных плюсов растение не только засухоустойчивое, но и очень выносливое к болезням и вредителям. Наверное, это связано с сильным ароматом и определенным химическим составом растения. В листве шуазии большое количество хинолиновых алкалоидов и прочих эфирных веществ. В размножении этого кустарника у вас тоже не должно возникнуть проблем. Шуазия легко черенкуется. К тому же есть информация, что она способна давать прикорневую поросль. Если вы имеете подобный опыт выращивания и размножения этого растения, поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями в комментариях. Шуазия – это великолепный, вечно зеленый кустарник с потрясающим ароматом. В садах с мягкими зимами его вполне можно выращивать в открытом грунте. Садоводы северных регионов могут любоваться этим растением, выращивая в объемных контейнерах. Кустарник станет расти и на солнце, и в притенении. Его эффектная глянцевая листва и особенно пышное цветение даже при несложном уходе обязательно порадует вас своим необычным видом и цитрусовым ароматом. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим мнением об шуазии. Не забывайте подписываться на наш канал. Если вы любитель самых необычных, редких, красивых и неприхотливых растений, с нами вам будет интересно. А если это видео было вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.